Тауянгер W9 или L9W Ultra. Вот, да, это вот проектор за $100. Это проектор за $100 с вот таким вот Bluetooth пультом. И знаете, вот что я вам хочу сказать? Невероятная яркость, шикарная красочная картинка, сочная, контрастность невероятная. Вообще обалденная фокусность, то есть быстродействие. Подожди, ты об этом? Нет. Ты об этом? Не, я про другой проектор, а это говно. Это говно, я сразу говорю. Вот я говорю, как есть, без каких-то вот то, что я говорил, это вообще про другой проектор, который я когда-то делал обзор раньше. Да, я делал много обзоров. А вот это вот, знаете, вы мне просите, вот давай нам, не надо нам дорогие проекторы, сделай нам какой-нибудь обзор за $100, чтобы мы там экономненько. Ребят, ну не бывает за $100. Я вам вот сразу скажу, вы можете смотреть дальше, там будет доказательства. Я вам сразу скажу, за $100 заявленных 1000 ANSI люмен. Вы сейчас видите, пам-пам-пам, замеры. Знаете, сколько по замерам? У меня есть люминометр. По замерам, по технологии замеряли. Четко выверенное расстояние с пересчетом на площадь экрана. В 9 точках замер прямого луча. Знаете сколько? 300 пиковая ANSI, 223 стандартная. Это что, 1000 ANSI люмен, которые заявляли? Нет. Мало того, мы даже вот потом выкрутили, там есть показатель яркости, который меняет жутко цвета выцвевшие. И вот этот вот весь показатель цветов, знаете, во что превратился? Да ни во что, мы получили еще меньше, потому что у него в центре стало ярче, а по краям стало тусклее. А вымеряется и измеряется, грубо говоря, 9 точек. И высчитывается средняя по определенной формуле. И она есть. Она есть, и мы вымеряли по методологии. Поэтому $100 за это даже дорого. Это фильмоскоп. Да, на фильмоскопе, наверное, лучше, да, градации будут. Потому что здесь градации раскладываются на неведомые цвета. Например, в желтой градации вы увидите зеленый, розовый, фиолетовый. Но желтого вы там не увидите. Или в сером вы увидите там розовый, белый, черт знает что там, светло-серый. Но хорошей градации от светло-серого до темно-серого вы тоже не увидите. Потому что это ультрабюджет. Да, я не говорю, что он не будет показывать, он показывает. Вот, например, в светлом помещении он вообще не показывает. Вам, пожалуйста, замер яркости. В темном он будет показывать. И даже какое-то, допустим, кино вы можете смотреть. Это не вопрос. Тут даже YouTube воспроизводится. Но я не буду делать на него полноценный обзор. Ну нет. Хватит. Ребята, не играйте в эти игры, это выкинутые деньги по факту. То есть, я вам честно скажу, я этот потом проектор продал для моего товарища, ему для дела, и за ту цену, за которую я продал, фактически в 2 раза дешевле, это шикарная цена. То есть за $50, я ему отдал за $50, говорю, забирай. Говорю, за $50 это прям шикарный проектор. Если бы он стоил $50, я бы, здесь как в ладошки хлопал и говорил, вы покупайте за полтос, это вообще шикардос. Нет, это не тот случай. Но вы можете мне не поверить, поэтому мы сейчас перейдем, посмотрим, что они заявили, а потом по факту я вам покажу уже конкретно живые примеры. В целом подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылки в описании под видео на этот проектор, чтобы вы знали, что покупать, вернее, где его покупал и что это за проектор, и что там заявлено, почитали. А в целом переходим на канале Технозон. Тестируем дальше. Технозон. Тауянгер L9V Ultra 4К мини, как они написали, проектор. Это никакой не 4К, это Full HD. И смотрите, мы не будем на это тратить время. 1000 ANSI люмен, звездеж. 2:32, автокейстоун, автофокус, это все работает. У него он короткофокусный, это тоже сразу говорю. И тут они, конечно, опять же расписали, там 4К поддержка, 30 дБ низкий шум, мини-портативный. И опять же пишут 1000 ANSI. Ну ладно, давайте так. Android 11, автофокус, автокейстоун, Wi-Fi 6, Super Power Chip, который не пишут, да, и даже стерли название. Хорошо, хоть это сделали. Официально Dolby Audio поддержка. 4D Keystone есть у нас. А где у нас фокусные расстояния? Ага, вот. То, что я говорил. То есть это короткофокусный проектор. И он 100 дюймов достигает с 2 метров 38, 2 и 38 метров. То есть 46 дюйма 1,1 метров.
Мы замеры делали 1,8 метров дальность, то есть это даже меньше, чем 100 дюймов. Поэтому вот именно из этого исходили. Это вообще такой усредненный какой-то показатель. И, конечно же, площадь высчитывали уже исходя из этого. Поэтому давайте вот дальше перейду, чуть вам покажу сам проектор и сделаем уже выводы. Но подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и ссылку на него я разместил в описании под видео. Вы должны знать, что покупать нельзя. О боже, ну ладно, нормальный интерфейс, скажу я вам, несмотря на вот эти китайские рекомендации снизу. Netflix, конечно же, здесь нормального нет, все это прекрасно понимают. И то, что здесь есть какие-то приложения, даже есть Google Play Market, это вообще не оправдывает. Кстати, знаете, что хочу показать? Такой прикол увидел. У них тут есть какой-то App Store, в котором, сейчас, транскрин какой-то. USB каст. А куда он делся? А он пропал. Да ладно. Он пропал. Ну да и ладно, и хрен с ним. Ну короче, у него есть и автофокус, и автокейстоуны, кстати, которые действительно неплохо работают. Projection мод, Picture мод. Вот давайте по Picture моду мы пойдем с вами в кастом, попробуем ему яркости задать. Но это не дает ему яркости больше. То есть световой поток от этого больше не становится. А ну давайте сейчас мы с вами запустим белый экран. И он дает все те же самые 105 люмен. А чё он погас? Он просто вырубился. Что это было? Охренеть. Ну короче, он даже в экстра ярком моменте он выдает, то есть я добавил яркости, люмен все равно стало не меньше. Ну я вам скажу, могу сразу, вы те картинки, которые вы видели, вы их в центральной части стало чуть больше. А ну давайте сейчас мы дадим чуть-чуть больше ему еще яркости. Но куда уже ее больше, потому что просто картинка как выцвевшая становится. Давайте сейчас яркость. И смотреть на это становится просто-напросто невероятно противно. Вот, у вас искажение цветов идет. То есть они прекрасно знают о заваленных... А ну дайте мне, пожалуйста, какую-то камеру. Сейчас, чтобы я людям показывал, как это выглядит. Смотрите, при добавлении яркости, ну держи люминометр. Смотрите, у вас пошло искажение, и Netflix уже не красный, а какой-то стал просто-напросто бордовый. Цвета исказились. Ну да ладно, исказились-то исказились. Давайте я вам покажу, насколько белый, насколько он прибавился. Давайте. Вот здесь вот у нас 71,88, вот как было, ну там 100 с чем-то, 100, там 89, 77, это даже еще хуже. В центре, да, он стал лучше, но у нас-то меряется яркость по 9 точкам. И то, что у него короткий фокус, это играет против него. Вот этот угол, он как был в полной жопе, так и есть. И получается, что по замерам яркости у нас вышла полная лажа. И что самое интересное, в таком замере у нас получилось еще хуже. У нас получилось 223 ансилюмен против 230. У нас произошло просто-напросто фокусировка луча в центр, но ухудшение по краям. Вот вам ситуация, то есть вот вам и регулировка. То есть по факту я сейчас вот должен вот это вот обратно вернуть, потому что на текущий момент пользоваться этим невозможно. И на камере вы видите жесткий какой-то пересвет, и нам необходимо вернуться. Ой, а так вообще стало опять темно. И нам необходимо вернуться хотя бы в какие-то показатели. То есть вот это вот более-менее цвета. Мы видим, Netflix обратно стал красный. И тут вроде бы все нормально. А вот, кстати, вот App Store, который я хотел вам показать. Вот этот бред сивой кобылы, в котором, знаете, сколько апрел? Он выкинул в этот. А где же этот App Store, а? Как же я его вот хотел вам показать, оно удалилось после первого запуска. Ну, прям обидно. Там было аж целых 4 приложения. Ладно, хрен с ним. То есть дальше я уже вот на текущем этапе не вижу смысла тестировать. Но я вам все-таки все равно что-то покажу. Если включать, например, LG New York 4K, то это тусклое изображение. Это конкретно тусклое изображение. При том, что звук это просто полная шляпа. То есть, знаете, как вот дешевая мобилка, вот Nokia 3310, если через нее какую-то полифонию пускать, это вот этот звучит именно так.
Да, он что-то делает. А знаете, что самое интересное? Вы когда регулируете яркость, регулируете громкость, то задний диод на проекторе работает как полицейская мигалка. Вот серьезно вам говорю. Это прям стробоскоп полицейский. Вот смотрите, я сейчас вам снимаю. Прям в прямом эфире, короче. Вот смотрите. Ты начинаешь регулировать громкость. И пошло-поехало у вас тут. Смотрите, тут дело в том, что сам по себе светодиод, он ярче, чем проектор. Он отдает мне на стену, блин, смотрите. У меня на стене моргает. Я в шоке. Ладно, давайте посмотрим качество картинок. Так, оверскан. Ну, оверскан есть для избежания именно... Давайте, для избежания линзирования, но на коротком фокусе я вообще не понял, зачем это делать. Давайте посмотрим. О, взяла, приблизила его. Твою мать, еще и листать нельзя. Ага, ну яркости, как я и говорил, недостаточно. Когда калибровывать надо, но нельзя. Контраста нет вообще. Где 15 тысяч к одному? Где, мать его, 15 тысяч к одному? Давайте выходим в меню. Идем. Проектор. Давайте Picture Mode. И давайте Custom контраст. Поехали. Ну а куда мне контраст? Он на яркость влияет здесь напрямую. То есть мне для того, чтобы контраст выкрутить, мне нужно еще понизить яркость. Он не за счет контраста это делает. О, сейчас контраст вижу. Блин, она еще и так засветила. Вот, контраст вижу, но за счет по факту яркости. Еще хуже по яркости стало. Просто бред какой-то. Девушки, ладно, уже более-менее выглядят. Как вот переключать вот эту всю лабуду? Слушайте. Переключать крайне неудобно. Да, пульт неплох, но переключать вот эту всю фигню вы не можете. То есть встроенные основные цвета, ну такое себе, по краям тусклые, в центре светлое, красный ужасен, просто это бордовый ужасен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы этого даже, я думаю, вам это надо увидеть. Это хуже, чем, смотрите, ладно, ступени на всех проекторах видны. Но когда ступени настолько вываливаются в разные градации цветов, то есть они должны быть хотя бы градуированы нормально. А здесь у нас, смотрите, перемешку. Я вообще слушайте, у меня есть вообще сомнения в его Full HD-шности. Ну да ладно. Градации прям от зеленого к розовому. Да ладно, это не градации желтого. Смотри, лисичка. Это зеленый, желтый, черт знает что. Это цветное. Это ужас, оно должно быть в градациях однотонное. А это что? Белый. Слушай, это не Full HD проектор. Это просто срака. Мама народная, я такого еще не видел. Ну вот, смотри, серый. Есть и розовый, Фиолетовый. и фиолетовый. Но серых градаций нет. А ну подожди. Сейчас я хочу черный увидеть. Истинно черный. Ну черный более-менее, потому что яркость. Да. Яркости нет. Грей-бары. Это просто срака. Не, ребят, на этом надо заканчивать. Смотрите. И на сером, и фиолетовый, и розовый, и зеленый. Это самая худшая цветопередача, которую я вообще видел. Это самая худшая. Проектор просто-напросто полное говно. Ну, яркостно-контрастный анализ вообще проходить тут невозможно. Центр весь выпал. Вот этот вот весь центр, он весь выпал. Полностью центра нет. Здесь то же самое. Нижних color баров, там где-то они проявляются, но их нет по факту. Тоже центр весь смотрите, серый, мама родная, посмотрите на эти переливы. Розово-зелено, какие-то серые. Яркостно-контрастный анализ. Это ужасно. Не, это все. Ребят, я думаю, можно заканчивать этот обзор. Ну, справедливости ради скажу, конечно, YouTube он воспроизводит. То, как он воспроизводит его, это еще та, конечно, фигня. Ну, давайте. Ну, слушайте, я хочу себя увидеть. Я хочу увидеть себя. Я знаю, как это должно выглядеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И это снималось на хорошую камеру Sony. Слушай, у него четкости нет, да? Да, что это такое?
При том, что он отфокусен конкретно. Ну, ни звука, ни фокуса. Ребята, все, я готов пройти, прорезюмировать видео. Я не готов дальше на это тратить свое время. В качестве выводов скажу. Знаете как, дешевая рыбка, плохая уха. Это я очень мягко сказал, все знают прекрасно эту поговорочку, она немножко по-другому говорится. То есть я мог бы сказать, дешевая рыбка, но я не буду этого говорить, в YouTube этого говорить нельзя. Поэтому не рекомендую, не советую, не покупайте, доложите немножко денег. Вообще, я бы советовал бы покупать уже там DLP, там, правда, с яркостью не так все красиво, то есть в стандартных LED 1 LCD проекторах, в ледовских, там сейчас достигают каких-то классных яркостей, но в DLP будет качество изображения лучше, или вообще лазерник. Накопите, купите лазерника, вообще не морочьте себе голову и купите нормальный телевизор. Это мое мнение. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.